Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. С вами по-прежнему на изоляции находится Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И мы продолжаем свое вещание, несмотря ни на что, благо интернет работает, и наша сегодняшняя беседа состоится. Поэтому в привычной манере обсудим самые интересные новости прошедшей недели. Вань, хочется обсудить то, что было вчера. Все мы знаем, что был прямой эфир между нашим общим другом Асхатом Маемировым и Светланой и Канатом Айтбаевыми. Расскажи, ты видел эту трансляцию, потому что я не успел ее посмотреть. Я посмотрел, почти ничего не понял. И моментами, конечно, отключался, потому что было очень интересно, но ничего не понятно. Только А, только те слова я понял, и вот то, что я чуть-чуть понимал, это только благодаря, кстати, нашему другу Хамзе, который на своем канале проводил уроки казахского языка. Насколько я знаю, их уже было два. Их уже было, по-моему, 6. 6? Да. Слушай, а Слушай, я у сейчас Хамзе, по-моему, неплохие педагогические способности. Я сейчас ему, вот прямо сейчас ему позвоню, вот я ему пишу уже, и скажу, что ты прогуливаешь, он тебе двойку поставит. Ладно, ладно, придется экстерном потом сдавать. Все ждали Димаша. Был ли Димаш на этой трансляции? Чуть-чуть совсем. Наверное, на секунду заглянул. Ага. Ну, Я не что-нибудь знаю, спел? я не до конца досмотрел, может быть, в конце еще раз появился. Но я Друз- увидел момент, где Канат Ага играл на домбре, а Светлана пела, и потом они еще вместе пели. Класс. Ну, есть надежда, что в следующей трансляции Димаш будет главным гостем? Кажется, Асхат Максимович сказал, что на следующей неделе будет трансляция уже с Димашем. Ну что ж, будем на это надеяться. Ну и самая важная новость именно этой недели. Вышла новая песня Димаша, вот, посвященная всем медицинским работникам, которые борются с эпидемией, и всем людям, которые находятся в изоляции на карантине. Песня называется We Are One, и она появилась, я так понимаю, я не заметил ни у Димаша в Инстаграме ее не было, ни на его официальном YouTube-канале. То есть источник это, наверное, какое-то китайское телевидение получается. Я посмотрел в конце титры, там очень много, оказывается, людей участвовало. И это, да, это в основном китайские мастера. Ну, в любом случае, работа получилась достаточно сильно интересна. Димаш, как всегда, порадовал своим фантастическим вокализмом. Вот, и его мы увидели в клипе несколько раз. И там я видел даже в комментариях, одна женщина написала, что на какой-то минуте даже было видно, где сам Димаш в клипе оказывает благотворительную помощь. Ну, да, Вот. И это повод еще раз пересмотреть, кажется. да, я удивился, насколько я невнимательный, потому что наши зрители оказались внимательнее нас. Отлично. И не хочу также не забыть поделиться теми работами, которые вышли на нашем канале, потому что мы тоже в течение недели освещали те или иные события, связанные с творчеством и миром Диерс Димаша. И у нас, Вань, на этой неделе было очень много гостей. Это и Наталья Лобастова из города Тула, заходила к нам в гости на канал. Оказывается, что она познакомилась с творчеством Димаша в июне 2019 года и уже за это время успела побывать на 5 концертах. Поэтому кто еще не Это видел, круто. Это поэтому, круто. 5 концертов. поэтому кто еще не видел, обязательно посмотрите Ну, кстати, эту интересную работу. кроме того, что она побывала на 5 концертах, я тебе могу сказать, что еще она успела встретиться со всей командой и с Димашем. Я видел, что очень много у нее фотографий практически со всем окружением Димаша, поэтому это такой мировой фанат. Надо дружить с ним. Также я возобновил, Ваня, рубрику. Помнишь, у нас раньше еще на Эхо Петербурга была замечательная передача под названием «Жду тебя». Вот, там я читал комментарии от наших друзей, и вот я решил возобновить эту рубрику и буду стараться каждую неделю самые лучшие, самые интересные комментарии вот зачитывать и обсуждать их в эфире. Поэтому, кто не видел, У тебя работы будет много, потому что я вот каждый день читаю комментарии. Очень много. Очень много комментариев. да, и все позитивные, и все содержательные. Также к нам на огонек Но заходила... есть, кстати, вот ты говоришь позитивные, но есть, кстати, и такая критика.
довольно Да. серьезные. Например, нам вот Нуржамал Исалиева написала, почему так мало подписчиков? Хороший вопрос. Вы Вот, Саш, тоже, тебе надо вот критику нам, тоже воспринимать. нам надо над этим работать. Я сейчас тоже читал комментарии, человек написал, я был подписан на я был подписан на вас на канале Эхо Петербурга. Где канал? Да, кстати, вот я тебе хочу, знаешь, что сказать. Сейчас ты заведующий нашего новостного отдела в Карелии, Ага. международного. Кстати, как относятся местные жители в Карелии к тому, что появился международный отдел? Слушай, Интересный вопрос все-таки. они сейчас все следят за деятельностью канала Алга Петербург, вот, поэтому Ладно, ты, главное, от посадочных работ не отвлекай, потому что все-таки, если ты помнишь басню про стрекозу, вот, и и муравья, и муравья, да, то как бы надо, чтобы те, кто сейчас живут там рядом с тобой, они были как муравьи. ты мне хорошую Готовились, идею готовились к зиме, да. Ты мне хорошую идею подсказал. Я в Инстаграме как раз басни теперь прочитаю «Стрекоза и муравей». Да? Ну, прекрасно. Так вот, что касается вот твоего новостного отдела и канала «Эхо Петербурга», и «Эхо Питера», каналы великолепные, я бы хотел, чтобы ты был аккуратнее, потому что вот сейчас весенняя пора, и, И, и тебе надо быть очень аккуратным с новостями. подожди, ты к чему клонишь? Ты как-то меня запугал опять. А дело в том, что наши стройкометы же не спят. Ты думаешь, что даже в карантин они умудряются следить за нами? Ну, естественно. Естественно. Как же Анка, стройкометчица, чем еще может заниматься? Так что, Слушай, Саш, ты аккуратнее будь. какие бедные люди, мне их становится жалко. Если Да, это, если это на самом действительно деле, так. да, да, ты должен пожалеть еще. Бедняжки. Потому что Ладно, слабых, да, действительно, слабых нужно пожалеть. хочу тогда рассказать про сильных наших друзей. К нам же в гости еще заходила Дина Орас, правильно? Это поэт, писатель, журналист, блогер, публицист, фотограф, актер, ведущий организатор творческих мероприятий и концертов и И это, кстати, переводчик. только 20% из информации о ней на сайте про 100 лучших писателей. Слушай, я так рад, что к нам заходят такие творческие люди, и все они очень глубоко интересуются творчеством Димаша. И вот рассказывают свою историю и знакомства, и то, как на них повлияло творчество Димаша. Поэтому обязательно нужно посмотреть эту передачу тем, кто еще ее не увидел. Меня радует, что Димаш вот так вот, кроме нас, еще и, я не знаю, даже цифру не боюсь какую представить, сколько людей сейчас на Земле вдохновлены его творчеством и что-то делают. Ну, и там Вот, кто-то стихи пишет, кто-то поет. Вот Елена Черненькая, например, поет. вот, и ты сказал про Елену Черненькую, она уже вторую песню исполнила для нас. Вот вторая песня это «Карагым Ай», кавер-версию сделала на песню Димаш. Поэтому тоже, кто любит творчество народное и в исполнении Дирс, обязательно слушаем, наслаждаемся. И Удивительно, знаешь что? То, что Елена Черненькая из Украины поет на казахском языке, выступает на канале, который находится в Санкт-Петербурге, да? да, Представляешь? И на все это вдохновил ее и нас 25-летний молодой человек, тоже из Казахстана. да, ведь помнишь, я помню, когда мы только начинали вообще знакомство с Еленой, она же вообще говорила, да нет, давайте я вам там аудиозапись запишу, помнишь? А сейчас Да, какой уже прогресс, человек уже запел в эфире, и да. это говорит о том, что А Людмила Димаш, Владимировна? ну а Людмила Владимировна это уже профессионал, Да, да. мастодонт своего дела, Может уже с Познером, мне кажется, поспорить. и сегодня, раз уж ты затронул эту тему, вышел на нашем канале фильм. Если неделю назад мы поздравляли Людмилу Владимировну с юбилеем, ей исполнилось 85 лет, и мы обещали сделать фильм. Мы обещали, и мы сделали. Поэтому очень интересная биография у Людмилы Владимировны. Кто не поленитесь, потратьте время, увлекательный рассказ, вот, и с фотографиями, все как надо. В сегодняшнем фильме вышел утром. Ну и хочу завершить большой работой, которая тоже вышла на нашем канале, фильм про дамбру, национальный инструмент Казахстана. Именно об этом инструменте снимал я. И там я чуть-чуть, помимо того, что я затронул историю этого инструмента, я еще и упомянул об интересной группе,
которую нам вообще давно, помнишь, Вань, писали и просили снять и реакцию, и вообще рассказать Мгм. об этой группе Made in KZ. Вот. Мгм. Я посчитал, что как раз вот в этом фильме очень тесно переплетена и домбра, и вот этот инструмент, на котором очень классно играют музыканты в этой группе. И я тут уже вдохновился даже снять реакцию на одну из композиций этой группы. Вот, так что готовлюсь, совсем скоро она тоже появится на нашем канале. О, это круто. Ну, кстати, если посмотреть этот фильм, то тогда многие, наверное, поймут, почему перед концертом Димаша Канат Ага распевает «Дамбру». Слушай, это, оказывается, очень важный, да, ритуал. Друзья, кстати, кто не в курсе, в наших передачах и в экспресс-новостях фоном играют звуки дамбры. Так вот, это как раз тот звук, который я взял у Каната Ага, когда он распевал дамбру перед концертом Димаши. И сейчас она регулярно во всех выпусках у нас играет. И вот задают вопрос, кто так чудесно играет на дамбре. Вот это Канат Ага, поэтому знайте, слушайте и наслаждайтесь. Собственно, это все важные новости прошедшей недели, поэтому самое время почитать комментарии. Но подожди, я тебе открою секрет, что это не все важные новости, потому что есть у меня для тебя хорошая Да. новость. Да, ну сейчас же, ты сам понимаешь, очень много времени свободного. Вот, Ага. и, ну, кто чем занимается, кто-то смотрит сериалы, кто-то там занимается самообразованием. Я, кстати, тоже начал заниматься самообразованием, поступил в Стэнфорд, Массачусетский университет, и даже в СПбГУ поступил. Да, Туда начали принимать без экзаменов? туда начали принимать без экзаменов, и еще и бесплатно, ты представляешь? Но это не главное. Самое главное то, что я покопался чуть-чуть в наших архивах, и я нашел архив «Эхо Петербурга» и «Эхо Питера». Там, конечно, не все есть, Ага. вот, но кое-что интересное, я думаю, что есть. И уже я там нашел наш взгляд на песню «Дэйди Дау». О, потрясающе. Ну и, конечно, те, кто внимательно смотрит и следит за творчеством канала Алга Петербург, наверняка заметили, что мы возобновили рубрику и «Взгляд», и клипы. Клипы появились тоже на нашем канале. Вчера Да, вышел клип наконец-то. на песню «Война и мир». Да, мы чуть-чуть вдохновились тем, что сейчас Димаш работает, и тоже сконцентрировались. И я думаю, что сейчас продолжим в этом направлении. Только вперед, короче, будем идти. Так же, как и Ва- называется наш канал. Ваня, ты заказы принимаешь на клипы? Кстати, кстати, вот «Чернобривцы», клип, Мгм. сценарий помогла написать Елена Черник. Вот так. Это уже совместная, получается, у вас работа. Ну, получается, да, я консультировался очень подробно по некоторым деталям. Вот. Слушай, а Ваня, сейчас все пишут, сохранился ли клип на песню «Самалтау». В архиве я что-то такое видел, но я пока что только успел туда забраться, а что внутри? Там много, понимаешь, много папок, и там я их постепенно сейчас буду разбирать, и, наверное, что-то будем публиковать. Ну, будем надеяться, что самое интересное все-таки там сохранилось. Комментарии есть ли? Да, у меня есть комментарий, я тебе его прочитаю. Пишет Ольга Забродина. Мгм. В такое нелегкое для всего мира время нам жизненно необходимы позитивные эмоции. Хочется знать и верить, что нас любят, о нас думают и заботятся. Что есть те, кому не все равно. Есть те, кому в буквальном смысле на передовой. Каждый день жертвуя собой, своим временем и здоровьем, чтобы спасти чью-то жизнь. И в это самое время есть один человек. Нет, не так. Человек, который широтой своих души, словно крыльями, заслоняет мрак и разгоняет тучи. Делая то, что он может делать, как никто. Лучше всех в мире. Он несет свет. И я ни на минуту не сомневаюсь, что его голос будет услышанным. Спасибо и вам, Питер, и вам, врачи и медсестрички, и Димашу. Вместе сильнее, вместе победим. Вот так. И медсестрички там было написано? Да. Класс. А я вот хочу прочитать комментарий как раз под клипом, который вышел. Елена Романова написала. Какой глубокий и проникновенный клип получился. Эхо Петербурга в сочетании с Димашем. Жгучая смесь. Восхищена. Браво. Мгм. Ну, ради таких комментариев и хочется работать. Поэтому предлагаю нашу сегодняшнюю беседу завершить, попрощаться с нашими зрителями и увидеться на следующей неделе. Но Да, не забывайте смотреть наши выпуски ежедневные. обязательно. А я пошел на весеннюю посадку картофеля.